Шалом погасшим. Мы, в общем-то, решили пройти Elden Ring в Seamless коопе. Опыт незабываемый. Ну а чтобы было понятно, что за видео вы вообще сейчас увидите. В главный фрелах Гац, который проебал свой меч, а также сильная и независимая Алла-ла-лал. Сейчас вы узнаете, что ждет этих ребят на пути их приключений. Are you sure about that? И со всеми боссами было все более-менее нормально, кроме уебана консорта Радана. И нет ничего плохого в том, что мы проигрывали. И да, вот я криворукое чмо проиграл. Но, блядь, консорт просто устал от нас и решил съебаться. Где он, блядь, пропал? Когда он не убегает. Он вверху был. Он вот за ареной, блядь. Съешь этот суицидную херню. Блять, что? Да ну нахуй. Да ну вы чё гоните? Да ну блять. Ты прикинь? Ну а дальше мы присядем у костра, готовьте печеньки, чаечек, будем обсуждать. Собственно, присели мы у костра. Чё? Давай, наверное, подведем итоги, самое важное. Это самое-самое важное. В общем-то, начнем с самого базового и, наверное, понятного всем. Кому и при каких условиях лучше играть в Seamless? Чисто в теории, как ты думаешь? Ну, если так вот посмотреть на прошедшие часы, мне кажется, что впечатления об игре искажаются, когда ты играешь в Seamless коопе. То есть, если ты до этого не проходил эту игру, то лучше ее вначале пройти хотя бы в соло, там хотя бы без DLC-шки, там первую ее часть, основную, а потом уже проходить в Seamless коопе и пофаниться. Просто совсем другие ощущения, атмосферность немножко не та, уже все переводится в что-то в формате хихи-ха-ха. Ну да, я в принципе полностью согласен, поддерживаю эту позицию. С одним исключением того, что для того, чтобы проникнуться конкретно миром Elden Ring, ее лучше проходить в соло. Если вы хотите получить чисто фан, то играйте в Seamless коопе, даже если вы не проходили Elden Ring, но общие впечатления от боссов и конкретно балансировки и все остальные нюансы, прям будут очень размазанные. Либо же это может еще подойти, когда два друга решили поиграть, один вообще не знаком с жанром, и как бы сам он бы с ним и никогда бы не познакомился, а первый друг уже проходил эту игру, и как бы он просто его, грубо говоря, за ручку проводит по всему сюжету, они получают совместный опыт, мне кажется, только так. Да, такое тоже можно, в принципе, особенно для знакомства с жанром. Да, особенно если человек вообще ни разу никогда не играл в что-то подобное, в какие-то соус-лайки, когда ему все-таки тяжело играть в такую игру, и в соло бы он вообще забил бы на нее после первого же босса, то с человеком, который играл, было бы гораздо комфортнее и легче познакомиться. Так, давай перейдем вообще к ощущениям от Seamless коопа. Да, общие впечатления конкретно наши. Да. Давай начнем, наверное, с тебя. У меня за последнее время, что мы играли, несколько боссов нам доставили немало трудностей. Это причина тому, это, конечно же, такая хрень, как непосредственно настройки Seamless коопа. Вот по ощущениям, есть ли смысл их менять или оставить стандартные? Смотря в каком этапе игры. Если рассматривать игру на начале, в принципе,
можно ничего не трогать. Ну, зависит, конечно, опять от оппонентов. То есть, если ты тоже играл в Souls-like, если твой друг играл, и в принципе можно вначале ничего не трогать резисты, не трогать хпшку. А особенность такая, что как бы резисты стакаются от количества игроков. То есть чем больше игроков, тем выше будут резисты у боссов, а также мобов на локации. Мобы на локации не такие страшные. В принципе, когда у них стакаются резисты, это почти не ощущается. С прокачанными пушками ты и так их убиваешь. Однако с боссами это совсем другая история. Но если взять период игры, когда ты, например, выходишь в DLC, где резисты у боссов уже и так выкручены на максимум, где настакать тот же всеми любимый кровоток не получается от слова почти никогда, то нету смысла держать там 35% резистов дополнительно за каждого игрока. Это дохренище. Дефолтные на боссах там стоят 35%, и получается по факту это почти в 2 раза больше резистов. И условно говоря, если балансировка, баланс при сотне еще раньше в соло можно было как-то выбить, а тут уже становится вопрос того, что на боссах, особенно на тяжелых всяких, становится уже 135, то, конечно, лучше менять. Потому что объективно становится неиграбельно, даже несмотря на то, что вас двое. Очень быстро слетают все стаки, которые вы пытаетесь накопить. Да, плюс ко всему, даже вот если брать как раз гигантическое оружие, пушки, которые заточены на тяжесть, со всеми забафами, плюс ко всему с надобьем на урон по стамине, все равно вдвоем с 2 пушками в руках, прыгая, нанося урон, выбивать боссов тяжело. При том, что изменения не внесены. Если изменения, в принципе, внести в резисты, то тогда становится гораздо комфортнее играть. Если за оригинальный говорить Elden Ring, исключительно историю, без DLC, то, в принципе, не особо ощущается даже на боссах. Разница практически минимальная, потому что, просто уже максимально перекачанный приходишь, а особенно если просто хочешь залутать какие-то пушки, имея даже уровень 70 и вкачанное оружие, спокойно можно пройти вдвоем, не запариваясь. А если это первое знакомство, то, конечно, будет посложнее уже, потому что ни мувмента боссов толком не знаете, и в целом... Ключевое, наверное, то, что раздражало больше всего, это конченное переключение непосредственно самих боссов. Ты сейчас говоришь про переагривание их. Да. Босс проводит затяжную атаку, куча анимаций, куча эффектов, и тут в моменте он просто разворачивается на другого игрока и проводит финальную силовую атаку, от которой как раз-таки нужно увернуться, потому что она ваншотит конкретно по нему. Это прям... непонятно работает, и причем не на всех боссах. Допустим, когда мы убивали того же, Маргит или Маргот, точно не помню, второй раз, когда встречаешься, то он крайне простой был. У нас выкручено было абсолютно все. Но придя к Могу тому же, мы уже, конечно, немножко охренели, потому что он переключался, просто за секунду. Он за одну серию атак мог переключиться 3 раза. Основная проблема, которая есть конкретно в Симусе, потому что боссы быстро переагриваются, не всегда видно, какую конкретно атаку сейчас будет применять босс. Потому что он за секунду может 3 раза перекинуться, сначала на одного игрока, потом на второго, и по итогу, когда ты уже готовишься к тому, чтобы либо ударить, либо сделать уворот, переагр идет вообще на другого игрока, и ты такой... Вау, класс. А дальше что? Чаще всего просто теряешь лицо. Да. Но, в принципе, если посмотреть с другой стороны, это добавляет какой-то своей изюминки, знаешь, типа ты никогда не знаешь, что ожидать. Знаешь то, что вот в любой момент он переагрит атаку. В принципе, к концу игры ты начинаешь к этому привыкать. В формате того, что ты просто, даже несмотря на то, что босс агрится на союзника, он проводит серию атак по нему, ты понимаешь, что в последний момент эта атака может перенестись на тебя. Примером тому будет кусок видео с Раданом. Там, где он во второй фазе начинает летать между нами поочередно, нанося урон то тебе, то мне. Да. И там сказать, что кто-то больше нанес урона или был ближе, вообще невозможно, потому что у него, получается, он иллюзии кидает в тебя,
То есть, ну, понятно, агр на тебе держался. Я готовил все бафы полностью, чтобы подзарядиться и прийти опять бить, подержать, сделать окно для тебя. В итоге просто он делает ваншот по мне ластовой атакой, и все, я собираю, как говорится, трусики и ухожу домой. Крайне неприятно это. Еще добавь с финалкой, с Раданом, это просто... Ой, грустно. блядь, это такая грусть, да, максимально грустная штука, очень расстроила. Просто босс улетел непонятно куда. Ну, шутки ради можно сказать, что он просто заебался. Да, он просто устал от нашего присутствия и количества попыток. Вот. Но в то же время вот как раз тоже слом боссов заключается в том, что не только они ломаются в плане мувмента, они еще сами могут скинуться с карты. Это очень неудобно. Да, или просто забагаться. Да, или просто забагаться и вообще не проводить никакие атаки. Как в какой-то момент этот Месмер завис, помнишь? Да. Вот как раз эти моменты могут еще немного испортить впечатление от игры для новых игроков, которые все-таки не проходили в соло. По локациям. Какие впечатления в целом по прохождению? Есть ли разница между индивидуальным изучением всего и вместе? Небольшая. Вообще в основном почти нету. Разница только в том, как ты проходишь эту локацию. Когда ты ходишь по ней один, когда ты ходишь по ней впервые, тебе все страшно, тебе страшно зайти за угол, потому что там может быть очередной босс. Когда ты выходишь к боссу первый раз, у тебя же нету обозначения, что он там есть. Ты можешь просто зайти в какой-то туннель, и у тебя появится он. Ну, ты просто визуально, если, конечно, увидишь арену, плюс-минус поймешь. Так же само с какими-то заряженными противниками. Когда ты играешь в тиме, в принципе, это не такая проблема, чуть-чуть теряется вот эта атмосферность. Ты не наедине с кучей врагов, ты так не погружаешься. Вот, Да. вот это единственное. А все остальное, локация такая же самая, противники даже с резистами и двойным ХП сносятся так же само. На рядовых мобах это вообще не чувствуется. Да, за исключением DLC. На DLC, да. некоторые даже мобы довольно веселые. Ну да, на DLC-шке вообще как-то совсем другие ощущения. Короче, подумали, что-то как-то легко играется, и людям надо сделать им Да. ад. Особенно Ну. с их ударами по площади, двойным уроном а-ля магическая битва, блин, понял? Там, где отсроченный удар вначале Да. физухой, потом магией. Да, и при этом Самое ты не быстрее. можешь кристаллы закинуть, ничего придумать, постоянно все анимации с задержкой, боссы мерзкие, но это уже проблема DLC. Это не только в Seamless Co-op. В Seamless Co-op это просто все перемножается. И проблема в том, что можно было бы сказать, что там балансировка, вас двое, он босс один, но наши-то статы не меняются от этого, независимо от того, какой у нас уровень, независимо от того, как мы вкачаны, какие талисманы, мы просто физически не можем выкрутиться в X2, чтобы быть наравне с ними. Мы остаемся такими же маленькими, как при соло прохождении, при этом растут боссы. И на это нужно обращать внимание, если у вас в соло-игре при прохождении были проблемы, в Seamless Co-op все-таки немножко лучше подкручивать и ХП, особенно в DLC. Но быстрее лучше подкрутить, наверное, все-таки не хпшку сразу, а подкрутить. Не, в первую очередь резисты, да. Да, а да, потом потому уже, что... если уже не вывозите, то тогда уже и хпшку подкрутить поменьше, потому что она в 2 раза увеличивается. Прыгать, бегать, бить гораздо дольше придется. А это особенно касается, если все-таки ты играешь с другом, который только первый раз сюда пришел, и он просто от первой же атаки отлетает, потому что вообще не поймет, что происходит. Да. Я сам, когда проходил игру, я до этого и проходил DLC-шку в соло. То есть Квилли не проходил DLC, но он просто смотрел обзоры, то мне все равно было непривычно. Да, вот как раз тайминги немножко отличаются, это чувствуется. Прям
прям чувствуется. Да, DLC-шку я не проходил, я буквально запустил, зашел, мне стало скучно, и после этого я решил, что я не буду заходить, потому что, соло, не знаю, мне не понравилось. Мне хватило оригинальной истории за глаза, потому что оригинальная история и так отнимает очень много времени, особенно если проходить без гайдов. За второе прохождение уже лучше баловаться, и в Seamless коопе тоже это просто огромное пространство для того, чтобы заняться билдостроением. А также еще вот как раз ты начал диалог за прокачку и билдостроение. И вот тут надо обратить внимание, что мы немножко поступили по-дебильному. Мы прокачивались каждый соло, каждый качал все, что ему хочется, как будто играем в соло-игру. Как обычно, да. Да. А нам надо было все-таки, если хочется быстрее получить какой-либо импакт, надо было бы качаться, рассчитывая друг на друга. То есть, если один идет в забафы, второй вообще не должен прокачивать веру. Зачем тратить на это время, если можно полностью перевести все остальное в другие характеристики, поднять выносливость, повысить живучесть, как бы. То есть, если сразу деление идет на человека, который будет большую часть танковать, а другой наносить урон, как бы это может ускорить прохождение. Единственное, что не надо чем пренебрегать, это хпшкой. У обоих персонажей хпшка 100% должна доходить до хардкапа, особенно к концу игры и переходу на DLC-шку. Иначе, вам будет больно. Хотя бы 60 единиц, даже если ты хрустальная пушка, даже если ты тот же маг, который будет херачить АУЕ атаками издалека, а твой тиммейт будет бегать у него, грубо говоря, извиняюсь за французский, под яйцами и кувыркаться, но все равно тот переключится на тебя в какой-то момент. Особенно DLC-шные боссы любят делать дэши в сторону своих врагов, туда-сюда перескакивая между персонажами. Можно продумывать, прикольно то, что можно продумывать все-таки сборки, можно продумывать забафы, даже не кто-то может бафать верой, кто-то может кидать за чары магией. Плюс ко всему, опять-таки, можно даже делиться на классы, как это сделано в том же Нейтрейне, если собрать команду там больше, чем 2 человека. Да, вот если говорить в сравнении с Найтрейном, тут все-таки ключевая разница в том, что погружение здесь гораздо глубже, нежели в Найтрейне. Найтрейн — это просто рогалик, вы зашли, зачистили, ушли, все. Плюс ко всему, то, что мы сразу не заметили, очень удобно под билдостроение можно скидывать дубли пушек. Мы сразу Можно. дебилы были, которые провтыкали оружие. Меч Гатса, да, вы уже по началу ролика это знаете. Да, и вместо того, чтобы типа просто оставить нажать, как-то так сразу звучит оставить, оставить и оставить, типа оставить у себя. Оставить где? Оставить в сундуке, я не знаю. В трусах. Да. А оно, оказывается, это оставить просто под собой на полу, где твой, тиммейт может подобрать эту пушку и, например, так же самое бегать там с 2 волынами, прокачанными на тот же кровоток. И еще раз добавлю касаемо билдов, Мунвейл, все остальные штуки, которые любят приписывать всяким казуальщикам, здесь не работают. Урона просто не хватает. Объективно не хватает. Если вы выкручиваете стандартное ХП, делаете как в соло-игре, да. Есть вариантик так пройти. Не будем. Касаемо вторженцев. Если хотите исключительно проходить вместе, да, тема классная. Лучше выключить. Потому что эти суки могут явиться в самый неожиданный момент. Чаще всего эти суки являются перекачанные в жопу со статами 99, 99, 99 по всему. Да. И они стоят билдами на статус-эффекты с быстрой скоростью атаки и в жирнющей броне. Как бы, когда ты там левела 100-го, 70-го, ты ничего не сможешь им сделать. Да. Если кто-то успеет зайти к боссу, а кто-то останется возле костра в этот момент, и к вам явится вторженец, поздравляю, у вас сломается игра. Босс будет в триггере, и если получится выиграть непосредственно дуэльку с вторженцем, не факт, что у вас заработает костер. И если вы не хост, может полностью поломаться игра. А Есть там и такое. крашнуть сейф. Есть такое.
А еще, кстати, вторгаться вторженцы могут даже в момент, получается, капсцен. Это очень уродская история, особенно когда мне заруинили финалочку с Рейней. Типа, там была быть любовь, ванилька, романтика. Я смотрю, как появляется луна, и я вижу надпись. Вам повторяется какой-то 5 раз. В итоге настолько разозлился, что пытался найти его. И прикол в том, что игра сломалась. Меня Да. просто... Мы не смогли выйти, мы не смогли зайти. Закрылась, короче... Во-первых, сорвалась концовка. Ее-то засчитала, но я не увидел финала. Костры перестали работать, как раз про то, что ты говорил. И закрыла нафиг, получается, проход к боссу. Да. После переподключений, после перезаходов ничего не помогает. Абсолютно Да. ничего не помогает. Перезапустить Просто уже не получится кат-сцены, да, и получается патовая ситуация. Вы перекидываетесь в крепость, садитесь на костер, и у вас есть возможность перейти на НГ+. Да. Крайне неприятная ситуация, поэтому обязательно перед какими-то ключевыми моментами, где вы хотите просто насладиться игрой с другом, выключайте. Если хотите все-таки повторгаться или чтобы к вам повторгались, делайте это таким образом, чтобы это не влияло на прохождение. Вот такие вот нюансы, вот такие вот проблемки бывают у игры, но в целом все шикарно. Мы довольны. Это больше, чем довольно. Не знаю, это очень классный опыт совместного прохождения. Ты, грубо говоря, вот эти все переживания, все неудачи, поражения, победы переживаешь вместе со своим другом. Это очень кайфово. Ну, не знаю. Мне Ну прям- или у вас прям просто очень появится еще понравилось. один повод отхуесосить своего друга за его кривые руки. Ну, не без этого. Не без этого. Так, ну, пожалуй, все. Мы сильно Да. уже заболтались. Все, и так слишком много информации. Отлично. Придется Ну. тебе резать. Резать толком нечего. Всё. Дальше нарезочка бойни боссов. Удачки всем. в Прохождении в удачки. коопе. Бля, я кувалду не напялил. Ну какой же я, сука, абориген. Ну, типа, блядь. То есть не прыгай. Я хотел одновременно. Мы все равно одновременно его забуцали. Все. Направо. На мужика давай со мной. Вот этот натурал на женщин сразу кидается. А Радан не натурал. Он и уходит как непонятно кто. Давай! Давай! Это почти финальный босс игры.
Он обиделся. Я думаю, ему только что так въебали. Ты б не обиделся? Я пошел бить дальше. Скажи, сука, я только в одну сторону бегу. Видел, как я с Раданом на мужика стоял? Сейчас. Она сейчас подбирает голову и думает, сука, две макаки с молотками пришли пиздить другую макаку с молотком. Вандалы ебаные скульптуру сломали. Ты что, это Венера Беловская. Тоже без рук. Ой, фу, блядь. Сука, на приколе мятежник пришел. Тварь, ты просто, ты скотина, я тебе в тапок насру. Ты просто животное. Мне звук пропал игры.